Контакты с высшим разумом. Чаще всего это контакты с информополем, которое загустилось от человеческих желаний. Человек всегда желал знать будущее. И он пытался пробросить в торсионное поле свои желания. Поэтому контакты с высшим разумом, это просто мечты людей. Я не понимаю, зачем они им нужны. Этот мир настолько готов выстраивать знаки для людей, настолько интересен, я вообще за плотность. Контакты с высшим разумом, естественно, меня привлекали в самом начале, потому что, это же интересно, когда кто-то с тобой разговаривает, и таким языком, который кажется тебе и понятным, но он пытается говорить о том, что будет с тобой. И говорит по-простому: пойдешь туда, там увидишь змею, которая переползет сейчас твою дорогу. Реально, в этот день идешь туда, видишь змею, она переползает дорогу. Или поедешь в тот город, тебе встретится человек с определенным именем и даст определенную историю. Ты, конечно же, туда едешь, в этот город, встречаешь этого человека, слышишь эту определенную историю. Или возьми фотоаппарат, сфотографируй совершенно пустое место, и по проявлению фотографии ты там увидишь человека стоящего. Конечно, поначалу это очень привлекательно, поскольку ты попадаешь в другую ситуацию, нежели все остальные люди. С тобой-то кто-то разговаривает, кто-то дает, а с другим не разговаривает. Но мне всегда интересно было проверить, не является ли это внутренним голосом человека, не является это бредом сумасшедшего, который чего-то желает и пытается на эту землю это опустить. И тогда я стала не сама разговаривать, а стала настраивать других людей. Мне это очень легко удавалось. То есть возле меня появилось большое количество контактеров. Мне важно было соединить их контакты, насколько они говорят об одном и том же, говорят по-разному. Я тогда столкнулась со следующим, что чаще всего люди разговаривают с кармой. Чаще всего они что-то из прошлого достают, и потом это прошлое пытаются набросить на существующую жизнь. Есть контакты, которые связаны просто с телесными вожделениями. Человеку очень интересно, допустим, у человека нет элементарного секса, он очень хочет это иметь, и тогда у него начинает идти это на тонком плане. Очень часто они хотят разговаривать с мертвыми людьми и вообще считают, что мертвые гораздо умнее живых. То есть считается, что царство мертвых – это что-то такое запредельно существующее, которое, конечно, она же все знает. Мы же находимся здесь, и мы не все умеем фиксировать, что-то происходит мимо нас, что-то мы знаем, что-то мы не знаем, а мертвый смотрит сверху, и он, конечно, все знает. Поэтому контакты с царством мертвых – это естественные контакты, которые очень заботят человечество. Когда я подключала своих контактеров, я им всегда показывала, что смотрите, как легко контактировать с царством мертвых. И не надо для этого каких-то блюд, не надо для этого определенных свечей, еще что-то. То есть не надо каких-то предметов, которые будут сейчас загущать дым, и потом ты кого-то увидишь. И, конечно, за самими людьми было интересно наблюдать, потому что кто-то контактировал очень легко, но потом переходил на язык дельфинов. Кто-то контактировал с большим трудом и потом говорил: восстановите мне энергию, потому что у меня полный отток энергии. Но то, что я писала в «Звездном конспекте», это, конечно, потрясающая история, потому что контакт шел через мальчика. Мальчик совершенно чистенький, мальчик, у которого не было никаких вожделений, мальчик, которого вообще не интересовало это будущее в том формате, который часто русских интересует. И не только русских, вообще людей. Вы смотрите, что у контактера спрашивают: будет война, не будет война, будет конец света, не будет конец света. То есть вообще-то они пытаются разговаривать со смертью. И чаще всего только на уровне смерти они что-то нам и преподносят.
Если отсмотреть все контакты, потом ко мне приходила такая масса контактеров с огромными талмудами, с огромными книгами, и все просили их оценить и сказать, то ли они контактируют с тем, не с тем. Как-то пришла женщина, у которой одномоментно 9 голосов звучало. Некоторые были просто неграмотными людьми, и все контакты касались научного эгрегора. То есть они попадали в науку, для них все было открытием, и они начинали оттуда считывать. То есть существует информополе, существуют информозанавески. В эти информозанавески, естественно, может попасть любой человек. Когда он попадает в чью-то информозанавеску, он начинает ее озвучивать. Одни озвучивают это телом яви, другие это озвучивают в теле сна. А контактеры, которые пытаются озвучивать посрединке, они входят в специальное состояние. Это что-то между шаманством, медитацией, если мы пойдем на восток сейчас или на север, между молитвой, если мы пойдем сейчас на запад или на юг. То есть в зависимости от того, где человек хочет отключиться от собственного сознания и от реально существующего мира, он вводит себя в определенное состояние определенными ритуалами, и тогда он входит на какой-то уровень общения. Но это не что иное, как просто информозанавески из общего информополя. Ну а самое смешное было, когда ко мне пришли контактеры, я вот только людям это рассказала все, проводила радаст, все рассказывала людям. И потом вдруг ко мне приходят контактеры через день, и обрывки из моих рассказов, обрывки из отрывков принесли мне как такое достижение. Вот мы это услышали, вот мы это поймали. Ну, конечно, поймали, но лучше бы, если бы вы в зале сидели, тогда бы не надо было ловить, вы бы это все вообще прочитали нормально. Поэтому то, что люди этим интересуются до сих пор, это, конечно, беда человечества. Это говорит о том, что они глубоко несчастны. И чтобы хоть как-то отвлечься, они пытаются в этих контактах что-то где-то найти. То есть это люди нереализованные в этом мире, они не нашли еще своего места, они не нашли своего времени. Но когда они придут в ритм-момент, это они найдут свое время, и тогда им не нужно будет читать, ну, чьи-то такие вещи. Ну, я просто не произношу никогда таких слов, вот, грубых слов, и не хочу этого делать сейчас. Да, но это как раз были те контакты, которыми занималась Ванга, допустим, это контакты с Вамфимом, это были контакты с Троей, которыми пришел ко мне человек, который тоже этим занимался. Ко мне приходило огромное количество людей, которые вот что-то такое поймали, где-то испугались, где-то озадачились, где-то озаботились и пришли с этим. И дальше приходилось их разбирать. Я даже иногда проводила целые радасты, чтобы какому-то человеку помочь в этом разобраться, и сразу говорила, что вот оно. Но больше всего меня, допустим, привлекает та же Блаватская. 3-й том Блаватской, сплошные контакты. И можно с этими контактами работать бесконечно, потому что они все-таки из вечности и бесконечности. Конечно, меня очень заинтересовало, когда эти друзья из высшего разума стали рассказывать физические явления. То есть меня очень заинтересовало модуляция пространства, выворот пространства, проход через пространственные дыры. Это всегда интересно, мгновенное перемещение, это телепортация, это левитация, это быстрое перемещение вне каких-то плотных носителей из этого мира. И тогда я пригласила к себе физиков и дала им несколько задач. И сказала, пожалуйста, вот вам этот звездный конспект, сделайте с этим что-нибудь. Если есть реально в пространстве такие вывороты, через которые можно брать плазму Солнца или получать дополнительные силы, дополнительные энергии, расскажите мне, как происходит деформация пространства. Но, к сожалению, физики и математики не смогли мне ответить на эти вопросы. Но постепенно, когда высший разум вообще заявил, что как он разным заявляет обо мне, когда они обо мне что-то спрашивают у своего высшего разума, он отвечает, эта дама
выше наших понятий, это лучше туда не лезть или уже просто приходите к ней и попытайтесь узнать все, что она знает. То есть они как-то пытаются давать мне очень лестные оценки. Ну, вот так. То есть весь этот интерес. И когда они заявили, что то, что знаю я, гораздо выше того, что знают они, поэтому, конечно, лично мои контакты с этими видами разума прекратились, и я стала разрабатывать огромное количество видов разума, гораздо больше тех, с которыми работают обычные контактеры. То есть первоначально же это были разумы с йети, разумы с карликами, разумы с духами и так далее. То есть это все контакты, которые людям кажутся очень близкими к ним. Но а когда можно дать людям разум тела, разум имени, разум эгоя, разум сути, солнечный разум, звездный разум, и открывать им эти истины, я считаю, что это гораздо дороже стоит, нежели вот то, что они делают. Я ко всем этим контактам отношусь как к детским развлечениям.